Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж, и мы продолжаем серию бложиков про будни из мастерской. Итак, к нам приехала очередная 650-ка из Минска. Вообще, белорусские мопеды последнее время стали приезжать регулярно. Вот это уже чуть ли не 4-й или 5-й мотоцикл из Белоруссии за этот год. Это довольно любопытно. В основном это, конечно, бургманы, но приезжала вот тут и гантеля. И бургмановоды жалуются, что действительно в том же самом Минске, да и не только в Минске, нету, к сожалению, особо спецов по бургманам. Перевозка обходится, конечно же, дорого, но когда нет альтернатив, люди, которые хотят сделать хорошо, выбирают такой вариант. Интересный у нас здесь достаточно экземпляр. Заявленный пробег около 50 с копейками тысяч. И приехал он, конечно же, с проблемным вариатором. Владелец купил этот скутер. Я не знаю за сколько у них там стоит техника. Это мне не сильно интересно. Но выглядит он абсолютно нормально. Год это, я так полагаю, какой-нибудь 2006-2008. Значит, подогрева сидений здесь еще нету. Но он уже после 5-го. Значит, история примерно следующая, что здесь сразу было понятно, что срезан стопорный болт, это понял еще сам владелец и, собственно, привез его сюда к нам. Я начал с ним разбираться и, к сожалению, выяснил, что здесь обнаружилось достаточно много дефектов, которые были оставлены предыдущими мастерами, которые уже ремонтировали на нем вариатор. Это явно видно, потому что не в тех местах стоят крепежи проводов, не родные болты. Особенно меня порадовало отверстие, не технологическое отверстие, а дырка в крышке, которая закрывает болт так называемого шафт-адаптера. Ну, там на самом деле нет шафт-адаптера, но все поняли, я думаю, о чем я говорю. Болт когда-то выплевывало сквозь эту крышку. Крышку заменить, видимо, было нечем. А болт поставили какой-то стандартный из ближайшего магазина запчастей, типа Жигулевского. Видимо, с таким же шагом он или что-то еще. Значит, патрубки воздушного фильтра не надеты на место. Патрубок вентиляции картера тоже зачем-то сняли и не надели на место. Вполне возможно, кстати, что двигатель опускался без нормального разбора пластика. Может быть, сняли только заднюю часть. И так делают иногда, так бывает. И это очень печально, потому что патрубки вырывают из фильтра и не вставляют их обратно. И в итоге потихонечку подсасывает воздух мимо фильтра, и двигатель потихоньку умирает. Вариатор мы здесь разобрали, сняли, обнаружили, что на первичном валу отсутствуют шлицы, а также мы обнаружили, что посадочное место подшипника первичного вала наваривалось, причем наваривалось оно чуть ли не электродом, о чем свидетельствуют шарики металла на всех соседних деталях. То есть прям вот эта вот поверхность первичного вала, она прям обрабатывалась, явно видно, что болгаркой. Ну, саму посадку-то, конечно же, токарили, но шлицы это не спасло. И у меня вообще такое ощущение, что собрано могло быть на продажу, потому что болт был затянут. То есть такое ощущение, что скутер какое-то время ехал только за счет затянутого болта. Проехать, кстати, человек успел 600 километров. И, собственно, срезало стопорный болт, непонятно, то есть это уже как следствие, или это уже было там все раздолбано, кто-то закрутил болт на продажу. В общем, не знаю, нету у меня такой достоверной информации. Факт остается фактом, что здесь мертвые сайлентблоки, которые мы будем менять, колхозный фильтр вариатора, который мы будем менять, крышка вариатора, который мы будем менять на ремонтную, раздолбанная, естественно, поскольку муфта там прокручивалась, посадочное место муфты разбито. Первичный вал вариатора мы будем менять в сборе, потому что самая живая, кстати, деталь в нем — это шпонки, которые в достаточно хорошем состоянии. За них я, естественно, сделал человеку небольшую скидочку. И ремешок мы здесь, скорее всего, тоже поменяем. Он еще не так, чтобы очень плох, но уже есть люфты, уже есть скольчики. И я сказал человеку, что если все-таки для себя и надолго, то, пожалуй, ремень бы стоило поменять сразу. Тем более, что под рукой сервиса нет, и каждый раз заморачиваться вот с этой вот перевозкой туда-сюда, оно, наверное, смысла не имеет. Также мы здесь поменяем тормозной диск задний, который, видимо, родной, очень сильно изношенный, вплоть до того, что
что от отверстий вентиляции пошли трещины в разные стороны. Такой вот интересный аппарат с небюджетным ремонтом, но тут как бы возраст и не очень хорошее отношение предыдущих мастеров. Это, к сожалению, беда. Лучше, конечно, брать скутер, в который никто еще не лазил. Такие еще остались, такие еще возможно найти, если очень хочется. Кстати говоря, где купить живую 650-ку? Вы постоянно задаете мне этот вопрос, и я не могу на него нормально ответить. Мне тут один человек писал в WhatsApp, начал мне скидывать какие-то варианты там по 50, 60, 80 тысяч пробега с каким-то непонятным обслуживанием, без нормальной истории. Я ему говорю: слушай, а почему ты не рассмотришь покупку с аукциона? Говорю, ну реально, вот хоть я и противник японских BMW, там я говорю всем, что там японские гантели, это там сомнительно, там тут надо допиливать, здесь допиливать. Но покупать японский мопед логично именно с японского аукциона. И гораздо большая вероятность купить скутер с японского аукциона живым, нежели вы купите как бы его здесь на вторичном рынке. Да, бывают скутеры с историей, бывают скутеры классные, но их очень мало. Если вы такое отхватили, то я за вас очень рад. Но, к большому сожалению, как бы в большинстве случаев 90% рынка сейчас это мусор. И ничто иное, как он самый. И многие люди, у которых хорошие мопеды, их крайне редко продают, а если даже и продают, то по самому верху рынка. Поэтому обращайте на это внимание. Компании, которые возят, называть не буду, их много. Я вот человеку посоветовал пару компаний, в которые я и мои клиенты много раз обращались. Он мне сказал, что, видимо, мне платят за рекламу. В общем, обосрал меня просто с ног до головы. После чего я никому ничего не советую. Вообще, думайте своей головой, решайте сами, деньги ваши, ездить вам. Такая вот примерно история. Кстати, вот здесь вот, когда мы вскрыли вариатор, очень интересно. То есть на одной из крышек вариатора изнутри нацарапана дата, видимо, когда его собирал какой-то сервис, и сайт белорусский. Только я там не могу разобрать, то ли moto.by, то ли motos.by. В общем, интересно. То есть, если вот то, что я сейчас вижу вот с этим количеством косяков при сборке, собирали они, и они гордятся своей работой, то мне, честно говоря, страшновато жить на этом свете. Как бы может быть такое, что они собирали это, судя по дате, в 2021 году, а сейчас после этого вариатор уже успел как-то там по новой выйти из строя, и его еще раз собрали на продажу, кто-то другой, может такое быть, просто пометка осталась старая. Еще бывает такое, что такую фигню пишут конкуренты. Это, в общем, достаточно любопытно. Я, кстати, помечаю все вариаторы, которые собираю, уже достаточно приличное количество лет. У меня своя стилистика, я делаю это так, что узнать это, как правило, могу только я. Некоторое время я даже клейм оставил, но сейчас я этого не делаю, с клеймами все-таки получилось неудачно, они плохо пропечатываются. В общем и целом, чаще всего, очень часто я могу узнать вариатор, который именно я собирал. Значит, в общем и целом, здесь мы все собираем по красоте и отдаем скутер владельцу. Я думаю, он будет долго и счастливо кататься без особых серьезных проблем. То есть постараемся по максимуму привести его в порядок. С другой стороны, от меня стоит такой вот интересный и неоднозначный скутер, который называется BMW C600 Sport. Есть у них свои фанаты, свои любители. Он считается более такой городской версией скутера C650 GT. У него нет электрорегулировки стекла, есть механическая. Он такой более компактный, более якобы для кого-то удобный. Лично я его удобным не считаю. Это мое субъективное мнение. Значит, он у нас дорестовый, с первых годов. И здесь у нас, причем по техничке это абсолютно тот же самый скутер C650 GT. Значит, здесь у нас была интересная проблема. Я вот недавно снимал видео, как мы меняли двигатель на C650 GT, и это был очень дорогой ремонт. Кстати, вот я тогда не сказал вот эту итоговую сумму этого ремонта. Она приблизилась к сумме 400 тысяч, то есть чуть-чуть больше, чем 370 там получилось. Вот это просто шокирующая цифра. Я был почти уверен, что здесь мы тоже будем менять двигатель, потому что
владелец сказал, что он начал резко греться, он открутил пробку и обнаружил там сметану. То есть в радиаторе было много масла. Значит, и также немножко эмульсии было в моторном масле. Однако этот мотор удалось спасти, по крайней мере, пока он работает. Что же с ним было? Значит, первое и логичное, что надо проверить, где могут смешиваться масло и антифриз. По идее, место два. Первое – это помпа, второе – это теплообменник. В помпе смешивание масла и антифриза маловероятно, потому что там предусмотрен дренаж, чтобы сначала текло на улицу. Если явных течей не было, то смесь, возможно, только если этот дренаж сильно забит. В общем, маловероятно, эту версию отложили пока в сторону. Вот именно чтобы масло попадало в антифриз в больших количествах, это значит, что масло должно быть там под давлением. И логично предположить, что это может быть теплообменник, который призван охлаждать масло антифризом. Он находится прямо под масляным фильтром. Естественно, мы сначала слили там масло, слили антифриз, насколько смогли слить то, что от него осталось. И первым делом мы сняли теплообменник и просто-напросто проверили его. То есть там прям два шланга выходят под антифриз. Один заткнули пальцем, а во второй дунули компрессором. И, естественно, в теплообменнике обнаружилась прям очень большая дырка. Теплообменник мы заменили, залили туда сначала масло, которое такое, хорошее, но немножко БУ, скажем так, для того, чтобы это все дело промыть. В радиатор мы залили щелочной химией. Это было сложно, потому что радиатор был полностью забит маслом, и заполняться система совершенно не хотела. То есть оттуда как слить практически ничего не удалось, так и залить было проблемой. То есть, но потом по чуть-чуть туда наливая, поддувая туда прям ртом, некоторые шланги пришлось там снимать, ставить. Удалось все-таки эту систему как-то заполнить, прогреть, слить, потом еще раз заполнить химией, прогреть, слить, потом еще несколько промывок водой, потом заливка антифриза. В общем, получилась достаточно длительная такая промывка системы, которая в конечном итоге привела нас к результату, что все работает. Я очень переживал, что потечет помпа, а запчастей на нее мало, но тем не менее повезло, помпа не потекла. Также мы здесь немножко привели в порядок вариатор, поставили бэушный посвежее ремень и грузики. Тут как бы глобальных бюджетов каких-то не было. Хорошо, что мотор получилось спасти. Залили там еще раз новое масло уже с фильтром, его заменили. Все, убедились, что нигде эмульсия не появляется. И поставили ручной натяжитель цепи ГРМ, потому что, стрёмно. Честно, наверное, надо переходить на гидравлические, потому что ручные натяжители, это все-таки не всем понятно, не всем тривиально, как это регулировать. А к нам не все, поставившие их у нас, попасть потом могут. Поэтому, наверное, мы все-таки будем дальше делать упор в сторону перехода на гидравлику. Хотя несколько десятков таких скутеров с этими ручными натяжителями прекрасно ездят. Поставлены нами эти натяжители были там первые еще лет 5 назад. И ни у кого ни разу еще не было проблем. Но, тем не менее, все равно там раз в 15-20 тысяч надо хотя бы вот в этот пробег проверять регулировку. И это делать, конечно же, нужно. А на сегодня у меня все. Побегу работать дальше, потому что на улице стоит еще несколько мопедов по очереди. И в общем и целом очередь ждет и никуда не девается. Буду рад в комментариях почитать комментарии экспертов по всем вопросам, которые я сегодня поднимал. Побежал работать. Всем удачи, всем пока.